Исследование, обращенное к загадкам и трагедиям на стыке моря и суши, говорит яснее и настойчивее, чем многие кампании просвещения. Большинство случаев выброса китов и дельфинов на берег связано с банальными, но опасными причинами, человеческим фактором и инфекциями. Результаты почти 2 десятилетий труда группы ученых Гавайского университета в Маноа, Уайхоу-Маноа, проливают свет на динамику гибели морских обитателей в Тихом океане и дают фундаментальные данные для эффективного управления и сохранения популяций китообразных вдоль берегов Гавайев. Аналитика охватывала 272 расследования выбросов представителей 20 видов китообразных, произошедших в период с 2006 по 2024 год. Эти выводы опубликованы в журнале Diseases of Aquatic Organisms и уже задают новый ориентир для мониторинга и профилактики травм дикой морской фауны. В интервью газете и на конференциях директор лаборатории здоровья и выбросов китообразных Уай-Маноа Кристи Уэст подчеркивала: дельфины и киты – индикаторы здоровья океана. Нам необходимо понимать, почему эти животные погибают, чтобы помочь выжить другим. Ниже ключевые моменты исследования, его значение и уроки для сохранения жизни в океане. За почти 2 десятилетия ученые обследовали свыше 3/4 случаев выброса китов и дельфинов, чтобы определить причины гибели. В целом болезни оказались главной причиной смерти для 62% изученных животных. Легкая формулировка вывода звучит тревожно. Инфицированность и связанные с ней слабости часто становятся решающим фактором, приводящим к тому, что животное оказывается неспособным пережить стрессы и неблагоприятные условия на поверхности. Как правило, болезни связывают с длительным истощением, которое фиксировали у примерно половины погибших особей. В разные годы и в разных местах в анализ входили 11 видов морских млекопитающих, среди которых встречались полосатые дельфины и ремнезуб Лонгмана. Важное место в этом блоке занимают патогены, оказавшиеся наиболее опасными. Среди них выделяются морбелевирус и бруцелла. Эти патогены способны наносить тяжелые поражения мозгу и легким у морских млекопитающих. Дополнительной тревожной находкой стало обнаружение токсоплазмоза, паразита, который обычно связывают с кошачьими фекалиями, но который, попадая в окружающую среду и воду, способен инфицировать теплокровных животных и приводить к гибели как у длиннорылых дельфинов, так и у афалинов. Эти данные подчеркивают, что на берегу Господь Небесной Благодати вдвойне не милует. Болезни, инфекции и экологический стресс усиливают уязвимость к другим угрозам и делают многих животных крайне уязвимыми. Не менее тревожной стала статистика по антропогенному фактору. Исследование показывает, что примерно 29% всех случаев выброса имели прямое или косвенное отношение к людям и человеческой деятельности. В их числе столкновения с кораблями и рыбальными снастями, которые приводят к самым тяжелым травмам, переломы позвоночника и черепа у 7 особей, среди них 2 карликовые кашалота, 2 детеныша горбатых китов, 1 клюворыл и 2 дельфинов, длиннорылый продельфин и полосатый дельфин. Взаимодействие с морским мусором и рыболовными снастями становилось смертельно опасным фактором в ряде случаев. Кашалот погиб, потому что пластик и рыболовные снасти полностью заблокировали его желудок, афалина, от глубоко внедрившегося рыболовного крючка. Эта часть данных подчеркивает, что проблема выходит за рамки одной смертности, она отражает системный риск, связанный с человеческими практиками на море. От судоходства и рыболовных технологий до коллизий с мусором и отходами. В отношении афалины, например, ситуация иллюстрирует, как даже единичное повреждение может обернуться фатальным исходом.
если сразу не окажется медицинской помощи и корректного вмешательства. Как и в случае кашалотов, повреждения из-за мусора и снастей становятся напоминанием о последствиях загрязнения океана и неразрешенных экологических проблем, требующих решения на международном уровне. Большая часть смертельных случаев приходится на море, и поэтому очень мала вероятность обнаружения выбросов на берег без помощи местных жителей. Исследование подчеркивает необходимость активного участия населения при сообщении о наблюдениях на побережье. Зачастую именно жители островов и прибрежных регионов Тихого океана становятся первыми свидетелями трагедий. Их информация помогает оперативно зафиксировать выброс, определить вид животных и собрать данные для дальнейшего анализа. В контексте Hawaiian Context это приобретает особую значимость. Местное население – важный источник наблюдений и данных для охраны морской фауны региона. Именно поэтому ученые призвали население к сообщению любых случаев, ведь точные и своевременные данные усиливают координацию между учеными, правительственными структурами и волонтерами в рамках программ спасения и мониторинга морской жизни. Работа Гавайского университета в Маноа – это не просто сбор статистики, это системная попытка выработать эффективные меры по сохранению китообразных вдоль берегов Гавайев. В исследовании участвовали ученые из разных дисциплин – биология, ветеринария, экология, здравоохранение и охрана окружающей среды. Такой междисциплинарный подход позволил не только идентифицировать причины гибели, но и разработать превентивные меры, которые можно внедрить на местном, региональном и международном уровнях. Результаты исследования служат руководством для политиков, муниципальных структур, морской администрации и природоохранных организаций, когда речь идет о снижении риска травм, инфекций и гибели китообразных у берегов. Включение данных об инфекциях, влиянии паразитов и эффекте истощения демонстрирует необходимость комплексного подхода, лечение и реабилитация животных, снижение загрязнения океана, улучшение мониторинга кораблей и снастей, а также образовательные программы для рыбаков и туристов. Исследование дает аргументы для ряда практических шагов и политических мер, которые могут снизить риск выбросов на берег и улучшить выживаемость китообразных в Тихом океане. Во-первых, усиление контроля за загрязнением океана, снижение пластика, эффективное обслуживание рыболовных снастей, внедрение систем «мусор на сушу» с возвратной ответственностью. Во-вторых, управление судоходством в районах с высокой плотностью китообразных, включая скоростные режимы и маршруты обхода потенциально опасных зон. В-третьих, развитие программ представления медицинской помощи и оперативного спасения для диких животных, быстрое направление к клиникам, где возможно лечение инфекций, обезвоживания и травм. В-четвертых, активизация гражданской науки и местного участия. Местные жители, рыбаки, туроператоры и школьники могут быть вовлечены в мониторинг, регистрацию и сообщение о случаях выброса и подозрительных травмах, что поможет оперативно реагировать на инциденты и накапливать данные для долгосрочной стратегии сохранения. Результаты УЭХАО Маноа подчеркивают ключевую идею. Здоровье океана измеряется здоровьем его обитателей. Китообразные – индикаторы состояния морской экосистемы. Их болезни и гибель напрямую отражают качество воды, состояние экосистем, уровень загрязнения и эффективность мер по охране океана. В рамках этого исследования коллектив ученых подчеркивает важность не только спасения животных, но и превентивного подхода. Предупреждение травм, лечение инфекций, контроль за судоходством и рыболовством, а также образовательные программы, направленные на сокращение человеческого воздействия на море. Для научного сообщества это свежий и тревожный сигнал.
Механизмы гибели китообразных, включая болезненность и паразитарные инфекции, требуют постоянного мониторинга, новых методик диагностики и скоординированных действий на международном уровне. Признавая роль человека в гибели морских млекопитающих, исследование затрагивает важные вопросы этики и ответственности. Как будто подчеркивается баланс, с одной стороны, необходимость учитывать интересы индустрий и людей, с другой – обязанность защищать беззащитных обитателей океана и сохранять биологическое разнообразие планеты. Поскольку океаны – общая собственность человечества, сотрудничество между странами и регионами становится критически важным для снижения рисков и эффективного управления. В контексте регионов, похожих на Гавайи, эти данные особенно полезны для разработки региональных планов по мониторингу и реагированию на выбросы и угрозы жизни китообразных. Из 272 случаев, отнесенных к 20 видам китообразных, упомянуты как минимум несколько характерных сценариев. Инфицирование различного характера ГОСА у полосатых дельфинов и ремнезубов Лонгмана, случаи тупиковых столкновений с судами, приводящие к серьезным повреждениям, присутствие токсоплазмоза и бруцеллы как факторов риска, а также конкретные примеры опасного взаимодействия с рыболовством и пластиковыми отходами. Эти детали позволяют адаптировать превентивные меры под конкретные угрозы и адаптировать политические решения под локальные риски в прибрежных зонах Гавайев и близлежащих водах Тихого океана. Исследование UH-Manoa направляет внимание на простые и одновременно сложные истоки гибели китообразных вдаль от береговой линии. Банальные человеческие факторы и инфекции становятся основными детонаторами трагедий в океане. И только комплексный подход, научно обоснованная политика, взаимодействие правительств и гражданское участие способен снизить данный риск. В свете полученных данных важно усилить мониторинг, расширить образовательные программы, внедрить эффективные меры по снижению столкновений с судами, уменьшению загрязнения и улучшению лечения диких животных. Таким образом, сохранение китов и дельфинов у берегов Гавайев – это не только вопрос биоразнообразия, но и показатель устойчивости человеческого общества к глобальным экологическим вызовам.